Всем доброй ночи, дорогие друзья. Я хочу сегодня с вами поговорить о том, как встретить Новый год и проводить Старый год, чтобы в следующем году у вас было благополучие. Конечно, всеобщего мира и добра, боюсь, мы не дождемся. Мы уже много тысяч лет этого ждем. Это невозможно, пока человечество существует. Будет и жадность, и ненависть, и войны и прочее, прочее. Но, по крайней мере, вы смягчите свою судьбу, вы сможете сами добиться того, что хотите. Каждый человек в ответе за свою судьбу, за свою жизнь, за жизнь своих близких. Вот что сделать, чтобы задобрить год, который придет, и не обидеть год, который уйдет, поскольку год, который уходит, этот год повторится через 11 лет. И этот год запомнит все, что вы делали. И если вы не будете благодарить год, даже если он был очень тяжелый, через 11 лет год с этой памятью вернется к вам. Потому что каждое явление в жизни человека, в судьбе человека и человечества имеет свою память, свои пласты памяти. Я уже говорила о том, что каждое поколение накладывает как кирпичи памяти. И вот откуда нам, например, дается ясновидение, мы вычитываем из этих пластов памяти, информации, из информационного слоя, да, можно сказать, как плиты они складываются друг на друга. Вот эту информацию из древних времен, из новых времен и от человека, будущее, прошлое, настоящее человека, его мысли, его страхи, его желания, его страсти и прочее, все написано в нем самом. И это все просто вычитывается. Друзья мои, я хочу вам сказать, что особо таких великих вещей вам делать не нужно, просто нужно соблюдать определенные правила каждый год. Вот один раз вы усвоите это, и у вас более откроется судьба. Почему я вам дарю, объясняю? Просто мы не знаем элементарных правил жизненных, судьбоносных, понимаете? Наши предки были намного мудрее. Они знали приметы, они просто следовали определенным законам Вселенной и были счастливее нас, и жили дольше, и мужчины в 60 лет могли иметь детей, и женщины могли до старости прожить и быть свежими и красивыми, да? Когда мы стали игнорировать вот эти законы наших предков, например, не строить дома возле кладбищ, потому что фонит огромная территория вот, отрицательной энергетики. Они же не дураками были, когда хоронили людей за городом. Да? А до того, как хоронить, они сжигали для того, чтобы освободить душу. Когда они строили храмы в таких местах красивых, храмы, имею в виду древних богов храма, и выбирали энергетически сильные зоны, места вот этих капищ, развалин, вокруг вот просто даже трава не растет, настолько сильное энергетическое поле. То есть они умели руководить, они умели управлять энергиями мира, Земли, своей судьбы, и поэтому были счастливее нас. А когда мы забыли обо всем, и нашим первым делом стало деньги, зарабатывание денег, потом уже погоня за каким-то мнимым успехом, потом уже за повседневным хлебом зарабатывание, да, и все прочее, мы уже отодвинули на второй, третий, 20-й план вселенские законы, которые на самом деле помогают нам жить. И мы никак не поймем, что счастье может и где-то в деньгах, потому что деньгами все покупается, продается, но в любом случае, что можно быть счастливыми, просто вот придя в лес, посидеть с любимым человеком, поговорить, поболтать. Тут даже дело не в интиме, понимаете, даже интим не дает такой сильной разрядки и радости в жизни, как, например, просто дружеские человеческие отношения. Мы все это потеряли безвозвратно, можно сказать. Но внутри нас, вот в подсознании есть нечто, и мы поэтому стремимся узнать больше. Мы хотим искать и находить сакральные знания. Откуда вот в нас это стремление? Мы хотим правильно жить. Правильно просто жить. Столько книг, столько видеороликов, столько всего. Все учат, все говорят, как надо делать, как жить надо, как чего. Уже человек запутался в этой информации там и про Атлантиды, и про космические энергии, про инопланетян, и про могущественные спецслужбы и прочее, прочее. И все намного проще. И в этих спецслужбах работают обычные люди со своими бедствиями и трудностями. И
Люди власти могут быть одиноки и быть лишены простых человеческих радостей и прочее. Относитесь ко всему, как относится простой человек. Смотрите глазами простого человека. И не обожествляйте те иные силы, потому что они не настолько всемогущи, как мы это делаем. Да, свита делает королей. Вот эти все, казалось бы, книги, эти все трансляции, эти все программы учат и учат, а на самом деле вода водой, ничего не понимаешь. Иногда вот под моими роликами пишут умные головы. Там такие трансформации кармических узлов через 20-е кармические там ходы и прочее, прочее. И потом человек обижается, когда ты говоришь, обратитесь к психиатру, молодой человек. Вот обижается, почему я не увидела у него способности. Он же там про карму мне все рассказал. Понимаете? Вот мы до этого дошли, что у нас информации море, а стоящего-то из них может 10% выделить, понимаете? Вот, собственно, так. Как говорит Жванецкий, все газеты, журналы учат нас, как вести себя в постели, как будто мы оттуда не вылазим. Хотя, говорит, прохожие на улицах еще пока есть. Значит, все-таки некоторые иногда вылазят оттуда. Дорогие друзья, год нужно встретить следующим образом. Самые такие простые определенные правила, которые все запомните. Да? Во-первых, вы в этом году сделали очень много ритуалов, связанных с благополучием. Я вам обещала дать эти ритуалы, я их вам подарила, еще подарю. Я сказала, что не только в деньгах счастье, а есть иное, но раз вы хотите в этом убедиться, я помогу вам зарабатывать деньги, я помогу вам жить хорошо, зажиточно. И когда вы будете жить хорошо, вы поймете, что вам нечто другое теперь надо, не только деньги. Что я сказала? Что эти супермогуи своих клиентов не потеряют из-за того, что я даю людям даром вот эти ритуалы, да, они делают, и как бы денежные потоки и так открываются. Они их не потеряют. Почему? Потому что человек, чем больше получает, тем больше стремится и еще больше хочет. То есть, получив деньги, он теперь хочет любви, он теперь хочет известности, он хочет душевного покоя, он еще чего-то хочет, понимаете? Теперь он хочет от врагов избавить, чтобы они отстали. Всегда человеку что-то нужно, поэтому всегда будут люди, которые придут к ведьмам, колдунам. Этими моими ритуалами всеобщее счастье не наступит, но денежные, вот, как бы сказать, довольство, оно будет. Вы в этом году сделали, у многих, очень многих получилось. Если, я считаю, что если из 100 человек 80 смогли улучшить свое состояние, значит, мои ритуалы отлично рабочие. Потому что есть люди, у которых настолько черная энергетика, что им хоть что ни делай, внутри них вот засело вот это мрачное, понимаете, нет, все равно ничего не получится и все такое. Не нужно в это не верить, не зацикливаться ни туда, ни сюда. Просто делайте и все. Первым делом, перед тем, как уходит старый год, благодарите старый год. Друзья, не нужно ходить делать какие-то там ритуалы специально, чтобы благодарить там старый год. Просто положите, налейте водку, рюмку, да, положите конфеты на подоконник. Благодарите старый год. Спасибо тебе большое. Вот энергия года, или сила года, или год такой-то. Ты в мою жизнь принес, может быть, и такое, и такое. В любом случае, я тебе благодарна. Пожалуйста, сделай так, чтобы следующая встреча с тобой через 11 лет была намного лучше. Пусть в следующий раз ты придешь ко мне с большим добром. Запомните, этот год, он в своей памяти оставит вашу благодарность. И когда следующий раз придет, для того, чтобы вы его еще больше отблагодарили, он вам сделает еще больше добра. Вот как ребенок, да, которого похвалили, хоть он там пытался торт вам испечь, ну все там сжег, и потом вам надо сейчас 15-20 кастрюль перемыть, но вы говорите, какой ты у меня умница, ты пытался, вот почти получилось, даже если бы тут не сгорело, вот было бы вообще хорошо и так далее. Вы хвалите ребенка, то есть вы даете ему стимул в следующий раз сделать получше. Точно так же вы хвалите силы. Я очень благодарна тебе, несмотря ни на что. Ты был хороший год, что все мы живы, здоровы и прочее. Поговорите, просто говорите с этими силами. Не нужно определенных заумных слов, потому что они обладают интеллектом и умом, космическим интеллектом. Они вас и так послушают, дорогие друзья. И так послушают и поймут. Следующий момент.
Вот вы сделали перед Новым годом, не обязательно прям вот за полчаса. Ну вот можете хоть завтра, вот когда ролик загрузите, или сегодня, да, взять и поставить, и поблагодарить. Этот год же он, в принципе, уже почти уходит. Потом символ года я вам дала, что надо провести. Постарайтесь не очень, чтобы ваш стол не ломался просто от явств, потому что духи не любят излишества. Я уже снимала ролик о том, что вот расточительство, оно чревато. Духи не любят, когда люди чрезмерно расточительствуют. Почему? Потому что они показывают, как бы они сравнивают себя с богами. То есть они кичатся своим положением, они хотят выше и лучше других быть, и боги могут за это наказать. Вот запомните, сколько было миллиардеров, да, те же вот эти Тельман, по-моему, не помню его фамилию, и прочие люди, которые, кичились своим вот богатством, когда ребенок там где-то умирает, и нет у родителей $1000 на операцию, и ребенок за это должен погибнуть. А тут кто-то отдает там 50 тысяч, там 100 тысяч какой-то звезде за полчаса выступления. Понимаете? Естественно, что духи таких наказывают, когда человек выше богов себя мнит. Почему делают богатые люди благотворительность? Думаете, потому что они добрые? Нет, потому что есть один такой вариант, когда они делают благотворительность, государство в какой-то мере сокращает их налоги. И второй момент, когда они откупаются. Любой богатый человек узнает все эти законы денег, магии и прочее, уверяю вас. Любой из них удачливый, любой человек, не то, что он там колдует, и все колдуют, и президенты колдуют, и, не знаю, Буш колдует, и все это. Никто не колдует, но просто у них есть люди, которые советуют правильно. Вот есть законы всякие, хотите фэн-шуй называйте, хотите законы денег, вот как угодно, да? Они соблюдают эти законы, поэтому они удачливые. Так вот, любой богатый человек знает, что если он откупается, он как бы отдает благотворительность какую-то часть, ему приходит больше. Он откупается. Вот почему вот эта благотворительность существует. Так вот, особо не кичитесь столом, особо не переживайте, особо столько всего не ложите, не ставьте, не надо. Пусть главное будет у вас на столе сладости, вот, собственно говоря, то, что вы любите, там любимые блюда, алкоголь там хотите, не хотите, какой хотите употреблять и прочее. Постарайтесь умеренно встретить год. Год не любит людей, которые не осознают, как они перешли в следующий год. Понимаете, когда салют уже начинает стрелять 28 числа, потому что кому-то там мерещится, что уже Новый год. Следующий момент. Одевайтесь, постарайтесь принять душ, постарайтесь искупаться, чтобы чистым встретить Новый год. Когда пробьет 12, можете сказать следующие слова. 12 духов, 12 братьев, 12 раз покрутитесь или покружитесь, по-разному там говорится. Благополучие в мой дом несите. Собственно говоря, этого достаточно. Таких особых великих ритуалов встретить год, чтобы тот год был благополучный, на самом деле, может, и очень много там всякое выкладывает, но в них нет смысла. Просто встретьте как что-то новое, обновленное. Когда вы придете в себя после этих праздников, по новой обновите все эти денежные ритуалы и уже наполните вот следующий год этой силой денег, которые должно вас сопровождать. На самом деле ведь год праздновали, когда собирали урожай. Это было к концу лета. Да, Петр Великий зимой на зиму перевел Новый год. Так что, понимаете, как это условное обозначение на самом деле. Это всего лишь условное обозначение. Просто благодарите, просто постарайтесь чистыми принять, просто попросите. Просто не то, что загадайте желание. Мне спрашивают, как правильно загадать желание? Что значит, как правильно? Как я могу у человека научить, как правильно загадывать? У каждого человека свое желание, у каждого человека своя душа, свое подсознание. Нету правильно загадывать или неправильно. Если он так загадал, если у него в душе это есть, значит, это правильно. Накормите духов своей семьи, своего дома. Поговорите с ними, попросите их в следующем году привести удачу своими словами. Еще раз говорю, не нужно записывать и ходить там вот это начитывать, то обкурите благовония,
Купите какую-нибудь такую мягкую игрушку, киньте домовому. Да, кстати, я что-то увидела сегодня, по-моему, да, мне там такой ритуал кинули интересненький, мол, такой карты надо, что-то там, новые карты, значит, их перемешать, сказать домовому, ну, что-то точно не помню, слова, что-то в этом роде, мол, играй, и мне там удачу собирай весь год или что-то в этом роде, потом кинуть шерстяной носок и куда-то положить. Друзья мои, если вы это проведете, вообще-то это румынская порча, перевернутая и измененная. Это порча. Значит, сила карт, энергия карт, она авантюрская, понимаете? Это сила, которая может и дать, и может и забрать. Вообще картами я не советую баловаться и делать какие-то ритуалы простому человеку. Вообще не советую. Любыми картами. Есть румынская порча. Идешь в дом врага, заранее готовишь карты, значит, улучшаешь момент или идешь в туалет якобы там в их доме, перетасовываешь и говоришь: домовой, тебе карты, играй, и все их имущество проиграй. И потом эти карты, эту колоду где-нибудь надо засунуть в такое место невидимое, чтобы они не видели. Очень много людей приходило ко мне, которые доставали карты. То пиковую даму, то просто карты, колоду карт и прочее. Это порча. И если вы эту порчу, которую выдают почему-то за благополучие, сделаете, то я вам не гарантирую, что ваш домовой все ваше имущество не проиграет к чертям собачьим. Полный ход. Если вы хотите задобрить домового под Новый год, значит, сделайте ему подношение, конфеты, монеты, где-нибудь положите, пускай он играется. А обращение к домовому, дорогие друзья, дело в том, что я почему говорю, я не зациклен на Новом Годе, ни на что там обычно особых праздниках, вот люди все ждут, вот сейчас будет Рождество, святки, гадания. О гаданиях я уже вам сказала, что не нужно лезть в эти сферы, неважно, святки, это гадание, это как бы это ни было интересно, не лезьте туда, прогадайте свое будущее, все, что у вас впереди хорошее, значит, собрано и есть, все это прогадайте к чертовой матери, закончится на этом все ваше благополучие. Я не принимаю эту истерию насчет праздников, мол, дайте что-нибудь такое на праздник что-нибудь сделать. Зачем? Я же вам сказала, что можно провести, и это же у вас работает. Вот проведите вот Новый год, как я вам показала, задобрите символ года, поговорите с годом, поговорите с духами, раздайте там конфеты, разложите, покормите, благодарите, примите Новый год, попросите, что вы хотите у Нового года, и все на этом. Через некоторое время возьмите, повторите все эти ритуалы благополучия, которые я вам дала. И в новом году, просто год начнется уже благополучно, уже готовый для этого. И чем больше вы проводите эти ритуалы благополучия, тем больше я говорю, что у вас будет благополучие. Это я точно говорю, просто я, исходя из своего опыта, из опыта людей, из отзывов, которые вы можете прочитать под этими видео, что есть и приходит. Еще раз повторяю, из 100 человек, если 80 смогли, отлично, значит, это лучшие работы, которые можно поискать. Почему бы нет? А те 20, вы знаете, Господом Богом даже не все довольны, не то чтобы мной были все довольны, правильно? Но люди с подсознанием, с сознанием, с умом и с интеллектом понимают, что чудес нет, но если получилось, можно идти вперед. Вот, собственно, так и встречайте Новый год. Никаких истерик, никаких чрезмерных столов, кушаний и прочее, которые вы выкинете. Не надо, не злите духов. Вы их разозлите этим. Вот эти вот груженные холодильники, разозлите. Просто разозлите эти силы, которые, на самом деле, кому-то видят и сочувствуют, что есть нечего, а вы просто будете выкидывать все эти продукты. Спокойно, без истерии. Задобрили, очистили дом, квартиру, приняли год, поприветствовали, поблагодарили, что он пришел, попросили, что вы хотите в этом году. Вот своими словами попросили, да, не обязательно с салютами, вообще попросили, когда уже переход Новый год. И в Новом году, в начале Нового года постарайтесь просто повторить все эти ритуалы
который я вам дала. И уже этот год будет намного благополучнее. Почему? Потому что он начался с чистого листа, тем более он не высокосный. Как я уже говорила, высокосный год собирает огромный урожай и смертей. Я уже много раз это сказала, что высокосный год желательно никуда не улетать, не ездить особо. Вот, к сожалению, недавно разбился самолет, да, если слышали, вот целый хор людей погиб. Очень жаль, потому что это были отличные люди, большая трагедия. Но вот высокосный год напоследок опять взял свой урожай. Сколько в этом году погибло людей? Вот не сосчитать просто. И причем таких людей, которые знаменитости, там актеры, очень много. И чтобы такое не произошло, просто благодарите этот год. Пусть он вот ушел относительно безопасно для вашей семьи. И на том спасибо ему. Да? Святки и гадания не рекомендую. Хотите, сделайте. Это ваша жизнь, ваша судьба. Я вам, ребята, сказала, я хочу для вас добра. Я вам объяснила, почему это не надо. Не надо следовать за модой и традицией только из-за того, что там кто-то там делает. Может, будет модно яд пить, и вы что, должны яд пить из-за того, чтобы соответствовать моде? Я думаю, что нет. Правда, глупо звучит. Вот примерно то же самое. Таким образом и встречайте Новый год. Ничего такого сверхъестественного, необычного я не рекомендую. И нету таких рецептов для того, чтобы встретить Новый год. Почему? Потому что условно переходит год. На самом деле, по древнему календарю у всех народов Новый год начинался после лета, когда урожай собирали и гуляли полный ход Новый год. По-разному назывался этот праздник. У армян, например, Навасарт, у персов Наурус, который до сих пор сохранился, да. У скандинавских народов тоже определенные праздники, там благодарственности, там благодарение богов и прочее, когда собирали урожай, собственно говоря. Вот и все. Вот так и отмечайте. Просто, спокойно, скромно, красиво, трезво и с сознанием дела, и понимая, и осознавая, что вы переходите на новый этап жизни. Все. Всего вам доброго.